Приветствую всех! Вы услышали арию из третьей оркестровой сюиты Баха. Ее еще называют ария на струне соль. В чем особенность этого произведения Баха? Это разный способ звучания басов, которые играются легко и довольно сухо. Это пиццикато виолончелей и очень певучая мелодия, которая исполняется в оркестре скрипками и альтами. А на фортепиано правая рука. Итак, правая рука будет очень певучая, а левая легкая и довольно отрывистая. Мы не будем играть стаккато, но не надо погружать пальцы глубоко в клавиатуру. Так слегка прикоснуться. Фа диез и до диез при ключе. Это значит, что все ноты фа и до мы будем играть на черных клавишах. Я напоминаю, до диез, черные клавиши, соседние. Фа, фа диез. Кроме того, есть еще несколько диезов, появляющиеся время от времени, и бикары. Бикары – это отмена диеза. Начнем с левой руки. В моем переложении мы будем играть октавами, то есть две ноты одновременно. Это одна и та же нота. Мы начинаем с ноты ре, и нота ре октавой выше. И аппликатура будет очень простая, потому что это всегда будет пятый и первый палец. Начинаем. Ре, ре, до диез, си, си, ла, ла, соль, соль. Внимание, соль диез, черная клавиша. И следующая нота тоже соль диез, ла, ла, а затем соль бикар, то есть мы играем на белые клавиши. И еще раз соль. Следующий такт фа диез, а теперь перемещаем на октаву выше левую руку и тоже фа диез. Ми, ре диез, си, си, ми. Обратите внимание, написано ре бикар. Это просто напомнить, что ре диез мы больше не играем. Ре бикар, до диез, ла, ла, ре, до диез, си, соль диез, ми, ла, ре, ми. И затем играем шестнадцатыми. Ла, си, до диез, ре, ми, соль, фа диез, ми. Я еще раз повторю эту фразу, называю название пальцев. Пятый, четвертый, третий, второй, первый, а затем поворачиваем, разворачиваем кисть, соль, фа диез, ми. И это вся левая рука, потому что следующая часть – это реприза того, что мы сейчас сыграли. Она закончится немножко по-другому.
Поработайте над левой рукой, чтобы она была легкая. Не забывайте диезы, бикары. Если вам сложно играть октавами, например, маленькие руки, или просто тяжело искать вторую клавишу, вы можете попробовать сыграть одну ноту из двух. Но в этом случае надо поискать правильную аппликатуру, потому что когда мы играли октавами, мы не задумывались, это был 5-й и 1-й палец. То если вы будете играть только одну ноту из двух, я думаю, что это нижняя нота надо играть, она будет звучать лучше. Да, к тому же я сейчас попробую. Вот так я сыграла одну ноту из двух. Вместо октав я сыграла просто бас. Тоже звучит хорошо. Но это случай, если вам тяжело играть октавами. Переходим к правой руке. Итак, правая рука. 2 ноты вместе. Ре и фа диез, 1-й, 3-й палец, половинные. И еще раз повторяем эти же 2 ноты. А теперь внимательно, в следующем такте мы видим опять те же самые ноты, но мы их не играем. Эти ноты залегованы. Вы видите 2 линии, протянувшиеся от предыдущего такта. Продолжаем. Си, соль, ми, ре, до диез, ре, до диез, си, ля. Обратите внимание на аппликатуру, она везде записана над нотами. Следующий такт. Ля 5-м пальцем, а затем 2-м до бикар. До, си, до, ля, до, си. Фа диез, до, си, ми, ре диез, ля, соль. Остановимся, этот такт не такой простой. Внимание, до бикар отменил до диез, который находится при ключе. Вы заметили. А затем мы видим еще несколько раз ноту до, и она по-прежнему остается до бикар. Сыграю еще раз. Ля, до бикар, си, до бикар, ля, до бикар, си, фа диез, до бикар, си, ми, ре диез, ля, соль. Следующий такт, 5-й палец на соль, соль, ми, ре, ми, фа диез, соль, ми, ля, ми, си, ля, ре, до диез, соль, фа диез. Переходим к следующему такту. Снова играем ре и фа диез одновременно. 1-й, 3-й палец. Соль диез, ля, ре, ми, фа, ми, ре, до диез, си, до, ре, до диез, си, ля. Еще раз обращаю внимание на аппликатуру. Это была правая рука. Проработайте правую руку отдельно, вспомните левую, и после этого можем начать играть 2 руками. Это произведение будет не просто сыграть 2 руками, потому что правая и левая руки играют свою мелодическую линию. Ну, попробуем. Чтобы было проще, можно играть один такт после другого. Не старайтесь сыграть все произведение сразу. И когда вы работаете над каждым тактом, постарайтесь найти логические какие-то моменты, которые вам помогут играть 2 руками. Например, в начале мы видим, что спускается линия мелодическая каждый раз на соседнюю клавишу. Правая рука, ре, фа диез 2 раза. Давайте попробуем сыграть этот такт. Получилось? Переходим к следующему. Что у нас происходит в левой руке? Соль, соль, соль диез, ля, ля и соль бикар. То есть мы делаем такой небольшой круг, возвращаясь на первоначальную клавишу. Соль, соль диез, ля и соль бикар. Правая рука, си, соль, ми, ре, до диез, ре, до, си, ля. Внимание, аппликатура. И начинаем. Соль, си, соль, ми, ре, до диез, си, ля.
Давайте проанализируем следующий такт. Что нам может помочь играть двумя руками? Левая рука, фа, фа. Вот это движение надо отработать, чтобы не искать долго клавиши. Затем мы спускаемся на ми, на ре диез и на си. Правая рука, ля, до, си, до, ля, до, си, фа, до, си, ми, ре, диез, ля, соль. Непростая мелодия, ее надо просто выучить почти наизусть. И играю медленно двумя руками. Следующий такт. Ми, ми, ре, ре, до, диез, ля, ля. Выучите наизусть ми, ре, до, диез, ля. И затем все внимание на правую руку. Поиграйте много раз. И затем двумя руками. Соль, ми, ре, ми, фа, диез, соль, ми, ля, ми, си, ля, ре, до, диез, соль, фа, диез. Продолжаем. Ре и фа диез в правой руке, так же, как и в начале, та же аппликатура. И левая рука, что она у нас играет? Ре, ре, до, диез, си, си. Затем внимательно соль, диез и ми. Двумя руками. Соль, диез, ля, ре, ре, ми, фа, ми, ре. Продолжаем очень медленно. До, диез, си, до, ре, до, диез, си, ля, си, до, диез, ре, ми, соль, фа, диез, ми. Это была первая часть. И вторая часть повторяется, за исключением последнего такта. Давайте я просто сыграю. Можете играть вместе со мной, можете просто следовать за нотным текстом над клавиатурой. Это очень полезно попробовать следить за нотами во время игры. Итак, играю вторую часть. И вот оно, небольшое изменение в конце. Чтобы закончить произведение, мы будем играть. Вместо пассажа ля, си, до, ре, ми, соль, фа, ми мы остановимся на заключительном аккорде. Итак, левая рука играет ля, а правая до, диез, ми и ля. 4 ноты играются одновременно. Если сложно играть аккорд, не звучит стройно и красиво, можно ограничиться одной нотой в правой руке. Слушайте, что это даст. Первым пальцем ля в правой руке. И мы слышим ля в левой руке и ля в правой руке. Это тоже неплохо. Но если у вас получится сыграть аккорд, то еще лучше. Но аккорд нужно очень слушать внимательно, как он звучит. Нужно, чтобы все 4 звука прозвучали очень стройно и слаженно. Вот так мы разобрали арию Баха из его оркестровой сюиты.
Педаль. Я меняю педаль при каждой смене баса. Но можно менять даже чаще, на каждой восьмой, если этого требует правая рука. Если очень много звуков, нот в правой руке, можно менять педаль чаще. Надо просто слушать, как звучит. Нюансы. Нюансы – это динамические оттенки, это игра более громким, более тихим звуком. Крещендо, диминуэндо. Крещендо – это усиление громкости, диминуэндо – уменьшение. Если вы услышали, какие нюансы я делаю в третьем такте, я сейчас сыграю, кстати, еще раз и объясню, почему я это делаю. Я играю довольно открытым звуком ноту ля, а потом меняю динамику звука, тембр. До, си, до, ля, до, си. И возвращаюсь к более светлому открытому звуку, начиная с клавиши фа. Фа, до, си, ми, ре, ля, соль, соль. И опять приглушаю тембр. И возвращаюсь к открытому звуку. Почему я это делаю? Это влияние оркестровой версии. В оркестре мелодия проходит от скрипок к альтам. То есть вот это играют скрипки, а потом альты. Более приглушенно. И скрипки подхватывают фа, до, си. Альты. Скрипки. Вы можете поэкспериментировать с вашими динамическими оттенками или играть все ровным звуком. Все возможно. Вот так мы разобрали небольшой отрывок из оркестровой сюиты Баха номер 3. Часть называется «Ария». И как обычно я сыграю с начала до конца. Вы можете следить за нотным текстом над клавиатурой.